Was geht up? Так, ну что, поехали. Поехали кататься. Так, дела такие. Видно, надеюсь. Так, ну и что? С нами в пути сегодня Зизир 600-ка. Сегодня. Ну что, вперед, без песни. Так, ну это как бы много смотрел. Много очень смотрел. Ну и как и все видео, контенты с чего начинаются? С того, что все делают, ну, в принципе, и им приходит такая в голову мысль, ну, я тоже так могу, в принципе, да, но, если честно, такого сильного желания никогда не было. Но до определенного момента. И как этот момент, в принципе, настал, тогда сделали мы все просто, чтобы все было четко, все было практично, очень. То взял второй шлем, подсоединил туда крепление, камеру. Камера была уже год как куплена, но так снималась пару раз, парочку я выставлял видосов, но чтобы прям записать что-то, ну как-то не было такого повода. Тут последние события прям заставляют. Кстати, вот скоро у нас будет прям событие. Отличный повод для контента. Ну, будем разговаривать, будем записывать. Я возьму обязательно с собой камеру. Короче, дело такое. Кто знает меня, кто не знает, с кем общался, с кем не общался, будет здесь, где-то вот здесь должно быть инстаграмчик, страничка на двухколесной технике с 2004 года, но на полноценном мотоцикл первый купил в 2008. То есть с 2008 по сей день 12 лет такого стажа местного немецкого. Да, кстати, я забыл, наверное, упомянуть, даже мой первый раз, так что извините. Все это в процессе. Находимся мы сейчас в Германии, а точнее в Северной Рейн-Вестфалии, в пути по нашим красивым ландшафтные такие места, поля, такие дорожки, повороты. Обалденно. Много знаков понаставили, которых раньше не было. То есть за место 70-50, за место 170. Самое страшное то, что в городе поставили за место 50-30. Этим поводом немецкое, как сказать, правительство вот это все собрались и решили, да, а почему бы нам взять велосипедистов и не выгнать на дорогу, прям вот здесь, чтобы вот где машины едут, мотоциклисты, давайте велосипедисты пускай здесь едут. Совсем что ли куку? Короче, получается такая беда, то что движение-то за 10 лет выросло сильно очень. А в промежутке этих пару лет последних было за обалденную такую неплохую сумму
отстроено специальные, как сказать, специальные тротуары, дорожки для велосипедов, которые были маркировочно красным покрыты, там туды-сюды, ну, чтобы прям ты как бы знал, где твое место, если ты едешь на велосипеде. То есть все было четко, спланировано. Ты ехал на велосипеде, по-немецки фарад, едешь на этом, на байке двухколесном, у тебя дорога, у тебя все. То есть все было супер. К чему вся тема? А тема к тому, что мало нам места, тут уже на грузовиках ездят и на легковых машинах, на тракторах. Тут тракторы, блин, крупногабаритные, прям тракторы все, прям вообще жесть. И эти представители нашего правительства решили, давайте, пускай они еще на велосипеде на дороге ездят. Вот, кстати, так, сейчас вот там справа, вот и дорожка такой, чуть-чуть кирпичик такой красненький. Это как раз таки и есть та самая знаменитая, за много денег выстроена, выложена вот здесь вот, не совсем дорогой рабочей силой, выложена эта дорожка с красного кирпича, чтобы на ней ездили велосипедисты. Ну, правительство говорит, зачем? Вот здесь, пускай они теперь едут здесь. С середины 2020 года у них стукнула моча чуть-чуть в голову, и они вот говорят, здесь. Пускай они здесь едут, все будет отлично, нормально. Разговор был о борьбе с пробками. В округе вообще пробок и так немало. Аварии, в принципе, если вот нормальная любая легковая машина, велосипед сбивает. Тяжелые сходы. Есть, скорее всего, статистика, что прям с летальным исходом я больше чем уверен, но в такое не, как сказать, не вникал. Можно вот посмотреть, в принципе, выложить. За последние 2 года мне самому интересно. Но дело в том, что место есть там. Что вы здесь потеряли? Что? Вам здесь нефиг делать. То есть вот такая вот беда. Это вот нас все вот давит со всех сторон. Непонятно вообще, что такое, зачем. Я тоже не понимаю. Я не понимаю. Понятно одно, если бы там вообще ничего не было, ну то есть ни тротуаров, ни дорожек велосипедных, то есть просто вот я сам много за рулем, большая статистика, это одно, а на самом деле, когда ты ездишь в день по 150-200 километров на разных транспортных средствах, и ты видишь то, что не каждый там пешеход держится своего, или не каждый мотоциклист держится там простых совершенно, ну, байкеры поехали, простых совершенно правил, то есть логичный, где он должен не борзеть, как говорится, по-русски говоря, а они прям в наглую борзеют, лезут, и по последним вот этим вот, где сделали 30 в городе, они вылазят тебе буквально под колеса, в буквальном смысле этого слова, и это, ну, обидно, да, как бы могут, ты должен там держать расстояние, а ты не можешь держать боковое расстояние при обгоне велосипедистов 1,5-2 метра, потому что у тебя в городе просто нет обычного места столько, даже за городом уже тяжело. Такие вот дела.